Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас обзор очередной новинки. Это новинка от компании «Звезда». Давно она была ожидаема, и вот наконец случилось. Вот такая вот модель в 35-м масштабе от знаменитой Т-34-85. Эта модель присутствовала в линейке моделей, которые выпускает компания «Звезда», но была она довольно-таки древней моделью, выпускаемой, перевыпущенной когда-то, по-моему, то ли с Драгона, то ли с Итала, точно сейчас не скажу. Они закончили выпуск предыдущей модели и выпустили абсолютно новую модель. Значит, танк Т-34-85, модель очень знаковая, особенно вот сейчас в канун Дня Победы. Хроника взятия Берлина, там уже непосредственно те бои, которые проходили в конце войны, везде Т-34-85, и это просто центральным кадром являются именно эти танки, так называемые танки Победы. Вот, непосредственно к модели, это у нас Т-34-85. Данная модель представляет собой модель танка, изготовленного на заводе номер 183 на осень 1944 года. Вот новая модель, поэтому заглянем, что находится внутри. Вот лицевая часть коробки, изображена машина, так понимаю, на улицах Берлина. Вот. Машина с белыми полосами, как раз на период Берлинской операции. Вот. Краткая историческая справка, и фотографии собранной модели именно непосредственно сборщиком, который собирает модели под выставку, под релизы на самой компании «Звезда». Теперь заглянем внутрь. Вот лист инструкции, и порядок сборки непосредственно, а также перечисление литниковых рамок, как я уже говорил. Вот здесь вот оно присутствует. Верхняя часть корпуса башня, корпус танка, непосредственно самого днища, имитация тросов. Тросы очень многие, как вы уже знаете, срезают, используют ковши, кусочки троса сейчас можно подобрать, они имеются в наличии. Бортовая часть ванны корпуса. Здесь она отлита не отдельной деталью. Четкое пролитие деталь, конечно, не сравнить с моделью. Я думаю, что у нас будет еще одна с вами передачка. Мы попробуем найти ту самую старую 34-ку и с ней произвести, так сказать, обзор. А это у нас элементы ходовой части, знаменитые вот эти вот спецованные с отверстиями перфорированные колеса с усилительными косынками, так сказать, опорные катки, так сказать, характерная особенность и очень бросающийся элемент, который, так сказать, украшает, естественно, машину, делает ее хорошо узнаваемой. Тоже скатки, дополнительные канистры, которые по бортам, поручни, маска пулемета курсового, все это башенка командирская. И вот так, как делает сейчас традиционно уже на своих моделях предыдущих и Т-4, делает сегментарно, то есть идет нижняя часть гусеницы, верхняя часть гусеницы и вот эти сегменты, которые идут вокруг ведущего колеса, а также ленивца. Вот таким вот образом, то есть нету тех знаменитых резиновых гусениц, которые все уже кто-то любит, кто-то ругает, но очень четко, хорошо пролиты вот эти вот шевронные траки, характерны именно для машин вот именно позднего выпуска. Вот данные здесь еще у нас вытащим специально, потому что очень многие просят. Это сеточка на выхлопы жалюзи, это смотровые приборы, а это вот декаль. И вот то, что сейчас делает компания «Звезда», очень приятная вещь, это вот такие вот цветные вклейки, которые действительно позволяют в цвете посмотреть и очень
точно понять, что, куда, какой элемент тактически наносить. Ну, естественно, и сразу подбор с красками, которые необходимы для того, чтобы придать машине именно вот тот вид, который изображен на картинке. Вот, уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрели новинку от компании «Звезда». Это танк Т-34-85, очень знаковая машина. Вот, у нас эти коробочки пришли буквально в канун Дня Победы. Вот, они практически все у нас уже раскуплены. Но я надеюсь, что у нас еще придут дополнительные наборы этого замечательного советского танка. Как уже многие говорят, что танк именно танк Победы. Вот, модель очень интересная. Конечно, она сделана абсолютно по-другому. Я думаю, что это будет толчком к тому, что Т-34-85 будут брать даже те, кого отпугивали именно геометрические проблемы и собираемость предыдущей модели, резиновая гусеница. Многих наших моделистов это отпугивало. Но теперь есть новая модель, которая сделана по новым технологиям. И я думаю, что это привлечет именно тех, кто сомневался, брать, не брать. Я думаю, что возьмут наконец Т-34-85, соберут и поставят его на полку. Это мои, так сказать, мечты, надежды. Я надеюсь, они воплотятся, так же, как воплотятся и ваши мечты. Так что приезжайте, покупайте новинку от компании «Звезда» в сети наших магазинов. Это был Мир модели. Меня зовут Павел. До новых встреч.